Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 30 тайн мира, которые не могут объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. В Калининградском янтаре найден таракан возрастом 35 миллионов лет. На Калининградском янтарном комбинате в процессе ручной сортировки янтаря был обнаружен уникальный экземпляр. Внутри небольшого камня обнаружен древний таракан. По информации, опубликованной на сайте комбината, размеры камня с инклюзом составляют 41 на 21 мм, а его вес 7 грамм. Найденный таракан относится к отряду Блаттоди. Возраст окаменелости составляет от 35 до 40 миллионов лет. Отмечается, что подобные виды и сегодня можно встретить в тропических регионах. Это самый крупный представитель тараканообразных, найденный на комбинате за последние 5 лет. Насекомое сохранилось в окаменевшей смоле древних деревьев в естественном положении, словно застыло в движении у самой поверхности. В среднем подобные инклюзы составляют от 7 до 9% от всего объема добываемого янтаря. Новость интересна тем, что подтверждает, что в этом регионе ранее климат был другой, здесь была зона тропиков. Но несмотря на это, росли хвойные, которые более приспособлены к умеренным широтам. А также интересно то, что за 35 миллионов лет этот вид тропических тараканов не изменился, хотя эволюция должна была внести свои корректировки. 2. Спутник НАСА, так сказать, воскрес через 60 лет и подал мощный радиосигнал. Радиотелескоп Аскап в Австралии зафиксировал короткий, но мощный импульс электромагнитного излучения в полосе частот 695,5 МГц, 1031,5 МГц, который, по словам ученых, на долю секунды затмил все остальное в небе. Работающие с телескопом специалисты подумали, что обнаружили или новый пульсар, или быстрый радиовсплеск FRB. Один из тех мощных сигналов загадочной природы, которые приходят из глубин Вселенной. Однако вскоре выяснилось, что зафиксированный импульс прилетел не из далекой галактики, как большинство FRB, а из ближнего космоса с расстояния порядка 4500 километров. То есть с орбиты Земли. Дальнейшие уточнения показали, источник сигнала находился в месте, в котором располагался спутник НАСА Рилей-2. Несомненно, что он его и послал. А в этом-то и загадка. Рилей-2 одно время служил спутником связи, ретранслятором телекоммуникационных сигналов. Был оснащен 2 передатчиками и в 1964 году выведен на довольно высокую орбиту. В 1967 году сломались оба передатчика Рилей-2. И с тех пор он не подавал никаких признаков жизни, превратившись в космический мусор, вращающийся вокруг Земли. Тем не менее, то, чего и произойти-то не должно было, в принципе, каким-то образом случилось. Так сказать, мертвый спутник подал сигнал. И к тому же довольно сильный, импульс длился около 30 наносекунд. Ученые теперь ломают головы. Точного объяснения феномена у них нет, только предположения. Одни из них считают, что сигнал мог быть вызван внезапным электростатическим разрядом или ударом небольшого микрометеорита, оба из которых могут вызвать неожиданные выбросы энергии. В здравых в целом гипотезах смущает то, что зафиксированный импульс был в 1000 раз короче тех, которые исходят от спутников связи вообще, и тех, которые действительно иной раз возникают в результате электростатических разрядов, например, на GPS-спутниках. А микрометеориты генерируют менее мощные сигналы и не такие четкие, как посланные с Рилей-2. Поэтому приверженцы аномального излагают в соцсетях инопланетную версию, что импульс спровоцировали пришельцы, использовав старый спутник для передачи своего сигнала на Землю. 3.
Ученые обнаружили древние, так сказать, зомби-грибы возрастом 100 миллионов лет. В кусочках янтаря возрастом почти 100 миллионов лет ученые обнаружили древнейшие образцы паразитических грибов, застывшие в момент прорастания из тел насекомых. Эти ископаемые экземпляры представляют собой одни из самых ранних свидетельств существования так называемых зомби-грибов, уступая по древности лишь одному ранее известному виду из раннего мелового периода. Два образца, пополнившие коллекцию Лондонского музея естественной истории, сохранили удивительные детали. У гриба Палеополисипс джероформикеи видны тонкие споровые стебли, проросшие из куколки муравья. У Палеописиокардиспс аэронимия – плодовое тело, выступающее из головы мухи. Исследователи отмечают поразительное сходство этих древних грибов с их современными родственниками, родом Ophiocordisепс, которые и сегодня паразитируют на насекомых. 4. В древнем городе в Перу обнаружили следы воздействия высокой температуры. В самом центре Перу расположен древний город Кораль, которому, согласно оценке археологов, приблизительно 5000 лет. Город по неизвестным причинам оказался полностью разрушенным. Однако только недавно ученые обнаружили странную деталь, которая, возможно, скрывает в себе ответы на многие вопросы. В левой части города исследователи обнаружили загадочные следы воздействия высокой температуры. Эти следы очень необычные, так как не соответствуют стандартным археологическим находкам. Вопрос, что могло вызвать подобный нагрев, остается открытым. Уже не раз исследователи сталкивались с подобными следами оплавления породы в различных уголках мира. Вопрос, связанный с применением масштабного и разрушительного оружия в прошлом, становится все более актуальным. Как объяснить эти таинственные следы официальной историей, остается загадкой. 5. Таинственные петроглифы Калбак-Таш. Петроглифы – первобытные наскальные изображения, выбитые или нанесенные краской на камне. Возраст их разный, от времен Палеолита – 40-20 тысяч лет назад, до эпохи Средневековья. Петроглифы находят на территории Индии, в Кыргызстане, Казахстане, Азербайджане, Испании, Карелии, Франции. На территории России петроглифы найдены в Хакасии и в Беломорье, на побережье Онежского озера и на Кольском полуострове. Особенно много петроглифов найдено на Алтае. Самые знаменитые – петроглифы урочища Калбак-Таш. Изучение этих рисунков ведется больше столетия, но даже сейчас ни один исследователь не может с полной уверенностью определить смысл петроглифов и их происхождение. До начала XX века памятник оставался незамеченным, так как старая дорога проходила выше современной части Чуйского тракта, а скалы с петроглифами оставались ниже у отвесных скал реки Чуй. Памятник был открыт лишь в 1912 году художниками Кузнецовым и Гуркиным, которые частично описали его и сделали первые зарисовки петроглифов, что положило начало изучению древних изобразительных памятников Алтая. Серьезное же научное описание петроглифов урочища началось только в 80-х годах XX века. Если внимательно рассматривать наскальные рисунки, то можно увидеть изображения объектов, напоминающих космические корабли. Людей в скафандрах, как будто бы пришельцев из космоса, с необычным строением тела, с грибообразными головами, фантастических животных. Интересно, что похожие рисунки были найдены по всей Центральной Азии, в Пакистане, Монголии. Загадки этих изображений до сих пор владеют умами ученых, и есть множество гипотез их происхождения. Одной из самых интересных композиций является картина с хвостатыми людьми, имеющими на голове полукруглые образования. Среди них выделяется великан с нарисованным на груди квадратом. Над хвостатыми людьми огромный зверь открыл зубастую пасть. По одной из версий, это чудовище было поглотителем душ, которое очищало их от скверны перед вступлением в высший мир.
По другой из версий, рисунок шествия людей под мифическим зверем изображает обряд посвящения юношей в мужчин-воинов. Что на самом деле означает грибообразная форма головы, наличие хвоста и зубастое чудовище, до сих пор не ясно. Возможно, такие изображения отсылают к шаманским практикам с изменением состояния сознания. Но удивительно, что кроме символических рисунков животных и людей, на многих рисунках изображены объекты, по форме напоминающие современные космические корабли с капсулой, прикрепленной к корпусу вверху и большими языками пламени снизу. 6. Неизвестная цивилизация возрастом 4500 лет найдена в Индии. Остатки древней неизвестной цивилизации возрастом около 4500 лет обнаружила археологическая служба Индии. Раскопки велись с января по июль 2025 года в окрестностях деревни Бахадж в Раджастане, части исторического региона Брадж, связанного с эпохой Махабхараты и мифической рекой Сарасвати, упоминаемой в Ригведе и других древних текстах индуизма. Среди наиболее важных находок – статуи, гончарные изделия и оружейные артефакты. От сооружений сохранились глинобитные стены, колонны и металлургические печи. Они показывают, что неизвестная цивилизация использовала в качестве сырья медь и железо. Также были найдены человеческие кости, направленные в лабораторию для радиоуглеродного анализа. 7. Гимн Вавилона, утраченный на 3000 лет, восстановили с помощью искусственного интеллекта. Совместная команда археологов из Мюнхенского и Багдадского университетов обнаружила более 30 фрагментов клинописных табличек с текстом гимна, датируемого примерно 1000 годом до нашей эры. С помощью специальной цифровой платформы электронной Вавилонской библиотеки искусственный интеллект за минуты сопоставил разрозненные фрагменты, на которые вручную ушли бы десятилетия. Команда смогла восстановить большую часть из 250 строк произведения, значительное достижение. Учитывая фрагментарность клинописных записей, в тексте воспевается красота Вавилона, его храмы, городские стены и река Ефрат, дающая жизнь полям и пастбищам. Ученые отмечают, что подобные описания природы в месопотамских текстах встречаются крайне редко. Интересно, что этот гимн активно переписывали ученики вавилонских школ, это говорит о его популярности. Гимн не просто восхваляет город, он показывает Вавилон как центр справедливости и культуры, где уважали чужеземцев и заботились о слабых. Сейчас исследователи работают над оцифровкой других клинописных табличек, чтобы восстановить больше утраченных произведений. 8. Древние египтяне использовали высокотехнологичное оборудование. Бизнесмен из США Мэтт Биал впервые представил широкой публике частную коллекцию древнеегипетских ваз, детальное изучение которых, по его мнению, способно переписать историю Древнего Египта. Коллекция состоит из 85 каменных сосудов, вырезанных из различных видов камня, включая гранит, известняк и кварц. Биал собирал ее за 3 последних года, отслеживая артефакты на торгах по всему миру. Возраст многих экземпляров превышает 5000 лет. Но главное, как отмечает владелец коллекции, эти предметы поражают своей точностью, симметрией и детализацией. По его мнению, древние технологии по указанным характеристикам могут соперничать с современной автоматизированной работой. Вазы, вырезанные из цельных блоков твердого камня, имеют ручки сложной формы, тщательно выдолбленные внутренние части и основания, размеры которых достигают тысячных долей сантиметра. Объяснение, заключающееся в том, что для их изготовления использовались каменные и медные долота, выглядит абсолютно нелепо, заявил Биал. Выступая на конференции в Северной Каролине, он заявил, что для изготовления древних артефактов, возможно, было задействовано высокотехнологичное оборудование, похожее на токарный станок. Теория Билла, которую научное сообщество называет спорной, видимо, во многом основана на выводах британского археолога Флиндерса Петри,
который еще в 1883 году, так сказать, нашел признаки обработки древнеегипетских ваз на токарных станках. Но наука утверждает, что высокую точность ваз можно объяснить высококвалифицированным ручным трудом. 9. Загадка города в пустыне Калахари. В ноябре 1885 года Гильермо Фарини, он же Уильям Леонард Хант, написал доклад о странном и таинственном городе, на руины которого он натолкнулся в пустыне Калахари. Он представил эти данные Берлинскому географическому обществу, а в 1886 году и Королевскому географическому обществу Великобритании. Он даже опубликовал книгу в том же году, в которой подробно описал свое открытие. В книге он описал загадочные скальные образования, которые, как он считал, были руинами древнего города. Он утверждал, что город был построен в форме дуги, некоторые его части находились под песком, другие – снаружи. Он не смог найти никаких надписей и высказал предположение, что этому городу было несколько тысячелетий. На протяжении долгих лет вокруг этого сообщения появлялось множество слухов о древнем городе прямо в центре Калахари, который теперь полностью покрыт песками пустыни. Иногда даже местные готентоты говорили о том, что раньше здесь существовал древний город, который был построен не ими. Историк Густав Прилют утверждал, что готентоты были готовы провести его к руинам на севере области и к месту еще дальше, где когда-то были обнаружены драгоценные камни. Было организовано множество экспедиций с целью найти руины города и попытаться доказать, что история Фарини верна. Однако шли годы, и тайна превратилась в легенду, хотя некоторые люди утверждали, что видели карьеры и даже останки кораблей посреди пустыни. Но все поиски закончились безрезультатно. 10. Найдена странная клеточная сущность. Ученые наткнулись на странное существо, которое идентифицировали как клеточная сущность. Новый паразит, получивший название Succunearchium mirabile, появился в данных случайно, во время изучения ДНК планктона Sitaristes ridges и его симбиотических бактерий. Неожиданная петля ДНК не принадлежала ни одному известному организму и не вписывалась в привычную классификацию. Паразит оказался крошечным, его геном содержит всего 238 тысяч пар оснований. Это меньше, чем у многих вирусов. В геноме почти полностью отсутствуют метаболические пути, клетка не умеет вырабатывать энергию, не синтезирует белки обмена веществ и не поддерживает себя. Большинство ее генов обслуживает только одну функцию – репликацию собственной ДНК. Паразит не предлагает ничего взамен, он живет за счет планктона, но ничего ему не дает. Исследователи предполагают, что существо относится к археям, древней ветви жизни, которой принадлежат и многие микробы, и предки эукариот. Его кольцевая хромосома подтверждает эту теорию, хотя от функциональности остались лишь обломки. Это делает Succunearchium особенно интересным. Он способен к репликации, но полностью зависит от чужих ресурсов. То есть формально не бактерия, но и не вирус. 11. Загадка слона на Георгиевском соборе. Георгиевский собор в Юрьеве, Польском, Владимирской области, построен в 1230-1234 годах и известен не только тем, что это один из последних крупных белокаменных храмов домонгольского периода, но и тем, что на его стенах сохранились уникальные рельефы. До нашего времени дошло около 450 резных белокаменных фрагментов, среди которых есть изображения святых, животных, птиц, львов, волков, растительные орнаменты и слона. Рельеф со слоном находится на северной стене храма над второй левой капителью с изображением 3 женских масок. Миниатюрный рельеф расположен высоко, поэтому его сложно отыскать невооруженным взглядом. Несмотря на то, что на Руси слоны не водились, древний мастер довольно точно передал животное, изобразив хобот и бивни. И ученые до сих пор не знают, что побудило древнего скульптора поместить на собор рельеф с изображением слона, и где он взял его образ.
так как по официальным сведениям первые слоны на территории Древней Руси появились лишь 300 лет спустя при Иване Грозном. 12. Ученые обнаружили следы сильнейшей солнечной бури за 14 тысяч лет. Астрономы из Финского университета Оулу сообщили о важном открытии. Они обнаружили следы одной из самых мощных солнечных бурь в истории Земли, случившейся примерно 14 тысяч лет назад. Исследование показало, что сила этой бури в 500 раз превышала интенсивность известных вспышек 21 века. По словам ученых, катастрофа, вызванная выбросом солнечной плазмы, оставила свои следы в годичных кольцах древних деревьев и ледяных кернах. Эти данные позволили точно датировать события благодаря зафиксированному всплеску изотопа углерода-14 в атмосфере. Сравнивая это историческое явление с известной бурей, события Кэррингтона 1859 года, исследователи отметили, что современная буря была значительно слабее. Если бы подобная солнечная буря произошла сегодня, то это привело бы к коллапсу и серьезным сбоям в энергосистемах, спутниковой связи и цифровой инфраструктуре, что вызвало бы многотриллионные убытки. Эксперты продолжают мониторинг геомагнитной активности планеты, подчеркивая важность готовности к потенциальным угрозам из космоса. На фотографии кольца субфосильного дерева со следами всплеска изотопа углерода-14. 13. Ученые нашли 14 типов живых существ подо льдами Антарктиды: лед, ветер и полярная пустыня. Не все так просто. Оказалось, что глубины у ледника Денмана в Восточной Антарктиде – это настоящий подледный зоопарк, где скрывается богатейшее морское сообщество. Научное судно Арес Винуине с 65 учеными на борту отправилось в один из самых труднодоступных уголков Земли, чтобы выяснить, кто обитает у основания тающего ледника. И улов оказался впечатляющим: морские звезды, огурцы, осьминоги, моллюски и прочие беспозвоночные из аж 14 разных биологических типов – это гораздо больше, чем кто-либо ожидал. Некоторые из этих существ, как предполагают исследователи, могут быть новыми для науки, а их ДНК в будущем поможет лучше понять эволюцию антарктических видов и изменения климата. Ведь если ледник Денмана продолжит таять, а он уже отступил на 5 километров за 20 лет, уровень океана может подняться на 1,5 метра, и это уже проблема глобального масштаба. Ученые из университета Джеймса Кука называют это открытие шагом к лучшему пониманию жизни в самых суровых уголках планеты. Антарктида больше не кажется такой пустой. 14. Неоднозначная история исчезновения канадца, которому, возможно, удалось установить контакт с пришельцами. Инопланетяне – это мистификация или банальный способ привлечь к себе внимание. А если нет? Как в случае с Грейнджером Тейлором, жителем канадского города Дункан, который с детских лет демонстрировал, если не гениальность, то точно большой талант. Юноша отлично разбирался в любой технике. С легкостью разбирал и собирал любые механизмы и в подростковом возрасте даже своими руками собрал автомобиль. Сосредоточенность, собранность и нацеленность на результат позволили Тейлору сконструировать домик мечты. У многих мальчишек есть такой импровизированный вигвам индейцев или домик на дереве. Но Грейнджер пошел дальше и, увлекшись космосом, собрал убежище, напоминающее летающую тарелку. Следующим достижением стало восстановление локомотива, затем был самолет, на котором он прилично заработал. А потом вдруг мужчина начал рассказывать друзьям, что у него получилось установить контакт с представителями внеземных цивилизаций. И новые знакомые зовут его в гости, чтобы познакомиться с достижениями техники своего мира. Инструкции и исчезновения. Ноябрьской ночью 1980 года мужчина исчез в неизвестном направлении.
оставив для родных записку следующего содержания: «Мама и папа, я ушел на борт космического корабля, как показывают повторяющиеся сны, на 42 месяца межзвездного путешествия, чтобы исследовать обширную Вселенную, а затем вернуться. Я оставляю все свои вещи вам, так как я больше не буду пользоваться ими. Пожалуйста, используйте инструкции в моем завещании, если потребуется помощь. С любовью, Грейнджер». Расследование не дало результатов. Полиция не смогла обнаружить ни зацепок, ни предположительного места нахождения пропавшего, ни тела. Поиски осложнились еще и тем, что на острове Ванкувер в ночь исчезновения бушевала буря, которая могла уничтожить улики. «Где ты, Грейнджер?» Указанный в записке срок истек в мае 1984 года. Но мужчина не вернулся. Может быть, его так впечатлили иные миры, что он навсегда покинул родную планету? Скептики утверждали, что все проще: из-за непогоды пикап странного гения мог просто съехать с дороги или упасть в море. Спустя 2 года на горе Приво, неподалеку от Дункана, обнаружили воронку, напоминающую место взрыва. В грунте нашли человеческие кости. Криминалистика в тот период еще не была так развита. Но коронер смог установить, что останки принадлежали белому мужчине примерно того же возраста, что и Тейлор. Рядом нашлись части пикапа. Мужчину официально признали погибшим. Но были в деле и спорные моменты. Так друг Тейлора Роберт Келлер, видевший его накануне исчезновения, утверждал, что незадолго до этого лично помогал перекрасить автомобиль в розовый цвет, тогда как найденные части были синими. Плюс к этому Тейлор неоднократно заявлял, что не желает долгого расследования и поисков после своего ухода. Поэтому подстроит собственную гибель. Что с блестящим умом и умением обращаться с техникой не составило бы труда. Останки спустя некоторое время исчезли со склада улик, что только подогрело разговоры среди любителей мистики, которые считали, что Тейлор был переправлен властями в закрытую зону для разработки секретной техники или оружия. Родители Тейлора так и не дождались сына или хотя бы более или менее внятных ответов касаемо его исчезновения. А его история так и остается одним из самых странных случаев пропажи людей в современности. 15. Зона Прейзера. Науке вход воспрещен. Обычная территория в Калифорнии неподалеку от города Санта-Крус, которую в 1939 году обнаружил Джордж Прейзер, в действительности оказалась не совсем обычной. Местные называют этот участок, укрытый от людских глаз высокими эвкалиптами, мистическим местом. Все дело в том, что законы физики здесь почему-то не действуют. Врачи рекомендовали Прейзеру прогулки на свежем воздухе для поправки здоровья. Во время одной из них мужчина и набрел на тенистую полянку. Неожиданно у Джорджа закружилась голова, а компас словно сошел с ума, его стрелка вращалась совершенно хаотично. Прейзер построил в странном месте, где у него по удивительному стечению обстоятельств проходили выматывающие головные боли, хижину. Строение тоже не захотело существовать по законам физики. Она постоянно перекашивалась без видимых причин, и одну сторону приходилось поднимать. Аномалия сегодня. Сейчас аномальную зону посещают тысячи туристов. Чудеса начинаются буквально с входа. Бетонная балка, один конец которой расположен на обычной земле, а второй на участке, с виду лежит полностью горизонтально. Но если поставить у ее концов 2 человека примерно одинакового роста, то тот, что в зоне Прейзера, будет выглядеть значительно ниже. Металлический шарик, пущенный по наклонной доске, достигает середины пути, а потом останавливается и поворачивает обратно. А люди ухитряются поймать здесь равновесие и постоять под наклоном совершенно устойчиво. А редко, примерно раз в неделю, на короткий промежуток времени ощущаются условия, напоминающие невесомость. Чудо или мистификация? Загадки есть. А как с разгадками?
Чудеса зоны Прейзера любители мистики объясняли и священной землей индейцев, где они проводили свои обряды, и выходом в легендарную Шамбалу и кораблем пришельцев, когда-то потерпевших здесь крушение. Скептики утверждают, что никакой мистики нет. А чудеса – это просто уловки для привлечения туристов и, соответственно, денег. Дом изначально построен под углом, компасы реагируют на давно и надежно зарытые в окрестностях магниты, а специально построенный высокий забор призван скрывать разницу объектов на поляне и вполне обычных деревьев за периметром. Головокружение можно объяснить высоким подъемом, который людям приходится преодолеть по дороге, и профессионализмом гидов, аккуратно и старательно нагнетающих обстановку. А сам Прейзер был грамотным бизнесменом, а не исследователем, рассчитывающим начать в окрестностях добычу руды. Как считаете, аномальная зона Прейзера уловка? Или здесь действительно есть какая-то необъяснимая аномалия? 16. Вселенная неоднозначного целителя Шлаттера. Здоровье – величайший дар, который невозможно купить даже за огромные деньги. И стремление людей сохранить его порой порождает таких неоднозначных и спорных персонажей. Мальчик родился в эльзасском селе Эбершейм в 1856 году. Подростком бросил школу и стал подмастерьем у сапожника. Когда родители Фрэнсиса умерли, он перебрался в Штаты, где эта профессия оказалась денежной и востребованной. Жизнь Шлаттера текла тихо и однообразно, пока уже в зрелом возрасте он не получил распоряжения свыше заняться спортом и здоровьем, которые прозвучали в виде голоса в голове. Шлаттер посчитал это благословением Божьим, начал тренировки. А потом раздал нищим все имущество и накопления и отправился проповедовать, пешком перебираясь из города в город. Из сапожника в целителя слава о паломнике, который не расстается с Библией, уже разошлась по стране. И однажды тяжелобольной человек обратился к нему за помощью в излечении. Шлаттер положил на него руки и обратился к Богу. Тело недужного словно прошило электрическим разрядом. И он начал неистово благодарить своего Спасителя. Мужчина утверждал, что дар действует не только на людей, но и на животных. А силы для исцеления он черпает через молитву. Денег за свою работу он не брал, аргументируя тем, что главное богатство человека – это вера. Соответственно, выглядел целитель-аскет так себе, поэтому в Хот-Спрингсе его арестовали за бродяжничество. Необычным заключенным заинтересовался шериф и забрал Шлаттера домой в качестве работника. Он трудился, не выражая недовольства, полгода. А потом снова услышал голос и просто ушел. Покинул город, отсиделся в горах, а затем попал на страницы газет, совершил то, что до этого никому не удавалось. Пересек пешком пустыню Мохаве и пришел в Альбукерке. Да еще и опираясь на металлический посох, весивший 20 килограммов. Незаменимый и неутомимый, мужчина поселился в Альбукерке, выдержал 40-дневный пост на одной только воде и приступил к лечению всех желающих. О необычном врачевателе скоро узнали люди, и у его дома змеились постоянные очереди. Излеченный от болезни почек и глухоты член городского совета Денвера Эдвард Фокс уговорил целителя перебраться в Денвер, где Фрэнсис по 6 часов стоял на улице, без теплой одежды, босиком, накладывая руки на больных. В день через его помост, который Фокс распорядился соорудить во избежание давки, проходило до 2000 человек. А тех, кто был не в состоянии, Шлаттер потом обходил сам. Во время лечения одни пациенты ощущали от ладоней врачевателя тепло, другие – холод, третьи рассказывали о покалывании. Но всех их объединяло одно – избавление от болезни. Из записи американского журналиста газеты «Московские ведомости», который решил испробовать на себе дар Шлаттера и избавиться от мучительного ревматизма, пришла и моя очередь. Я подошел с сильно бившимся сердцем, ничего не говоря, но безмолвно молясь, стараясь все помыслы свои сосредоточить на молитве и на твердом убеждении, что и мне будет явлена Божия помощь через этого избранного человека. И что же?
Не прошло и минуты, как я почувствовал необыкновенный жар в больных членах, в руке и ноге, которые часто заставляли меня переносить тяжкие муки. Я ни с чем не могу сравнить это ощущение, кроме как с чувством, будто бы проливаемых по всем жилам жизненных сил. За минуту еще я совсем не имел силы в правой больной руке. Теперь же я отвечал на пожатие Шлаттера сильнее, чем сам он сжимал мои пальцы. Он сказал: «Я надеюсь, что боли вас больше не будут беспокоить». И точно, с тех пор ревматические страдания меня оставили. Неожиданное исчезновение. 13 ноября 1895 года целитель исчез, забрав единственный подарок, который согласился принять от благодарных горожан, белую лошадь, и оставив Фоксу записку, что Отец Небесный его призывает. Среди жителей поднялась паника. Они плакали, молились и разламывали помост на щепки в желании сохранить хотя бы частицу исцеляющей силы. Последний раз Шлаттера видели на ранчо Агнес Морли, где он попросил приюта и прожил 3 месяца. После чего сообщил хозяйке, что скоро она узнает о его гибели. Но это еще не конец, не он. Спустя год в горах Сьерра-Мадре обнаружили останки мужчины. Смерть, судя по расслабленной позе и скрещенных на груди руках, была естественной. Под головой покойного лежала старая Библия, на которой сохранилось имя владельца – Фрэнсис Шлаттер. Рядом остался неизменный спутник странника, тот самый железный посох. Он не вернулся в этот мир, как обещал. Хотя, может, и вернулся, но уже в другое время и в другом обличье. 17. Араму-Муру – перуанский портал в иную реальность. Перу – одно из самых загадочных государств мира, ведь это территория, где существовала высокоразвитая империя инков. И отголоски древних цивилизаций иногда дают о себе знать и в наши дни. Такой относительно недавней находкой стал портал в окрестностях города Пуна, своего рода проход Араму-Муру, который также называют вратами богов из Хаяо-Марка по названию горного региона, где он был обнаружен. Вход по виду похож на гигантские ворота, которые с огромной тщательностью начали пробивать в скале. Но потом работе что-то помешало, и она осталась незавершенной. Высота импровизированной двери составляет 7 метров, а ширина – около 8 метров. А по центру есть углубление, которое как будто запечатано с внутренней стороны скалы. Что примечательно, местность совершенно дикая, то есть никаких остатков древнего города, поселения или других признаков цивилизации в Хаяо-Марка нет. Аналогичные объекты находили в Перу и до этого. Это, к примеру, портал на Упа-Хуака. Сходство подтверждает, что объект все же завершен, а не является древним недостроем. Но какова тогда функциональная нагрузка Араму-Муру? Ответ на этот вопрос частично скрыт в местных легендах. Портал в лучший мир. Жители Перу верят, что боги могут посещать наш мир, когда им вздумается. Могут оставаться невидимыми или показываться людям в виде размытых фигур и светящихся шаров. И местом прохода как раз является Араму-Муру и другие аналогичные сооружения. Иногда на ту сторону удается пробраться и простым смертным. Но вернуться домой им уже не суждено, смельчаки навсегда остаются в другом мире. Жители округи верят, что пропавшим в окрестностях людям улыбнулась удача. И они смогли пройти на ту сторону, чтобы познать вечную безграничную благодать. В Перу есть легенда, что после прихода конкистадоров один шаман инков укрылся в горах, а потом пробрался к вратам, вставил в расщелину золотой диск, который открыл проход между мирами, и исчез в тоннеле. Примечательно, что ученые косвенно подтвердили эту легенду. В проеме действительно есть отверстие, в которое можно вставить плоский округлый предмет. Эзотерики считают, что портал – это проход на затерянный континент Пацифида, который упоминается в мифологии разных народов. И некогда между всеми материками Земли существовали такие порталы-проходы, с помощью которых жрецы поддерживали связь друг с другом.
Их уже современные последователи продолжают традиции, собираясь пару раз в месяц у портала на сеанс коллективной молитвы. После погружения в транс общаются с духами предков. На разные темы, но касаемо истинной функции Араму-Муру никакой информации те не предоставляют. Видимо, человечество еще не достигло того уровня развития, чтобы получить эту информацию и распорядиться ею во благо. 18. Девушка полтергейста Элеонора Зугун. В истории есть немало неоднозначных случаев одержимости. Но этот особенный, поскольку его героиня – неграмотная девочка-подросток, которая просто не смогла бы придумать грандиозный план по оболваниванию общества. В далеком 1925 году жительница румынской деревушки Тальпа, 12-летняя Элеонора Зугун, подверглась воздействию некой темной силы, которую бабушка ребенка незамедлительно идентифицировала как происки дьявола. Воздух в помещении, где находилась девочка, становился ледяным. Мелкие предметы хаотично перемещались по воздуху, а на крышу дома обрушился каменный град. На теле ребенка начали появляться отметины, царапины и укусы, которые очень сложно нанести себе самостоятельно. Родители обратились к священнику, который провел обряд экзорцизма. Но странности не прекратились. Очевидцы утверждали, что вокруг девочки летала мебель, дул ветер. И буквально из ниоткуда на теле возникали раны, царапины, порезы, укусы. В части документальных подтверждений дело Зугун стало чуть ли не самым подробным в истории случаев одержимости. Сумасшедшая или одержимая, не найдя поддержки у церкви, родные приняли решение поместить дочь в психиатрическую лечебницу. О необычной пациентке узнала влиятельная женщина своего времени, графиня Зоя Василько де Серецки. Аристократка увлекалась всякими потусторонними вещами. И ее основной задачей было изучение девочки, а не искреннее желание помочь. Элеонора стала объектом тщательного исследования. На основе собранных за это время данных впоследствии напишут несколько книг и снимут документальный фильм. Яркий момент, демонстрирующий способности девочки, описан в книге Виктора Голландца. Вернувшись домой, семья Зугун ужинала на своей кухне, когда в окно влетел камень. Камень был мокрым и круглым. Было похоже, что когда-то он находился в реке, что была в нескольких метрах от их дома. Семья вызвала священника, тот пометил камень крестом и бросил его обратно в реку. Немного позже тот же самый камень снова залетел в окно. В доме все еще находился священник, он опознал камень по тому самому нарисованному кресту. Во время путешествия по Европе девочка все ярче демонстрировала способности к телекинезу. Василько де Серецки записала, что ее подопечная могла перемещать предметы. Причем не только заставлять летать по воздуху разную мелочь, но и передвигать мебель силой мысли. Помимо этого, в присутствии девушки на стенах появлялись надписи, слышались звуки и ощущались запахи. На теле неожиданно появлялись раны, укусы, ссадины, рубцы. Совершенно неграмотная девушка впадала в транс и начинала строчить на румынском целые послания, связные и вполне грамотные. Мистика или мистификация. Исследователи самых разных направлений и журналисты неоднократно проводили наблюдения за Зугун. Помимо ожидаемой версии с обманом, ученые выдвигали предположения о призраке собственной ауры и эмоциональном расстройстве. Один из медиков, изучавших девушку, заявил, что Зоя сама царапала лицо и шею бедняжки, чтобы подогревать интерес к подопечной. Разъяренная графиня подала на него в суд. Пока длилось разбирательство, способности Элеоноры стали постепенно сходить на нет. Есть предположение, что примерно в это время у девочки произошло половое созревание. Вспышки паранормальной активности случались все реже, и Нора попросила покровительницу отвезти ее домой. В Румынии девушка получила профессию парикмахера, вышла замуж и зажила обычной жизнью. К ее концу женщина стала глубоко религиозной и очень не любила возвращаться к истории одержимости своей юности.
Но случай Зугун продолжает оставаться одним из самых достоверных примеров проявления паранормальной активности 20-го столетия. 19. Двор Фистейн – древняя гробница или приемная богов. Двор Фистейн представляет собой мегалитический могильник, расположенный на острове Хой в Оркнейском архипелаге в Шотландии. В переводе с древнего шотландского диалекта название значит «камень карлика». И с этим камнем не все так просто. Гигантская глыба представляет собой крупный, практически идеальной формы прямоугольник из красного песчаника размерами примерно 8,6 на 4 метра. Объект датируется примерно 3000 годом до нашей эры. Квадратный вход, возле которого лежит служившая дверью глыба, ведет в небольшое углубление, по обе стороны от которого находятся камеры. Очень похожие на гробницы, поскольку размеры помещений составляют примерно 2 на 1 метр. Внутреннее оформление свидетельствует о долгой, тщательной и скрупулезной работе, стены идеально гладкие. В одной части даже предусмотрено что-то вроде природной подушки, фрагмент необработанной, приподнятой скалы. Естественно, такое древнее, явно рукотворное сооружение породило множество легенд. Первой версией после обнаружения двор Фистейн было его использование в качестве кельи-отшельника. Но камеры очень уж похожи на гробницы, войти в них можно только сильно согнувшись. А высоким людям так и вообще придется встать на колени. Но романтической гипотезы очень хотелось. И шотландцы решили, что пещерка была местом жительства гномов, маленьких человечков, отсюда и название. Наиболее правдоподобной версией выглядит использование этого места для погребения вождя одного из местных племен эпохи Бронзового века, что косвенно подтверждает та самая каменная глыба, использованная для запечатывания гробницы. Серьезных раскопок в этой области не проводилось. Зато, к сожалению, отметились вандалы, разбившие потолок и растащившие все, что находилось внутри. После проведения реконструкции двор Фистейн сделали открытым для посетителей, которые посчитали своей обязанностью оставить грубые надписи на камне. Одна, датированная 1850 годом и оставленная капитаном Уильямом Маунси, гласит: «Я просидел 2 ночи и так научился терпению». Так что вполне может быть, что история карликового камня изучена далеко не полностью. 20. Тайна подземного города. Подземелье – область таинственная, загадочная и опасная. Писатели и режиссеры посвящают этой теме свои работы. А диггеры лезут в поисках особых находок и острых ощущений. Несмотря на существование современных методик исследования, тайну города Пинара в Турции пока так и не смогли разгадать. Этот древний город укрылся на глубине порядка 80 метров под землей. После обнаружения странного объекта на его раскопки ушло более 5 лет. И это с учетом использования техники. А сколько же времени понадобилось на строительство подземного города, глубина которого 18 ярусов? Об этом можно только догадываться. На 3 верхних этажах встречаются здания самой разной направленности и формы. Причем они не построены отдельно, а именно выдолблены прямо в скальной породе. Изначальной гипотезой археологов стала версия, что находка – это обычный город мертвых. Такие некрополи были распространенным явлением в том же Древнем Египте. Но углубленные исследования показали, что ни останков, ни признаков присутствия живых людей не имеется. Попытки отыскать какие-то признаки цивилизации снаружи, форпост или городскую стену, тоже оказались безрезультатными. Косвенные признаки позволили предположить воздействие какого-то серьезного природного катаклизма, к примеру, взрыва. Но даже в такой ситуации, как и в случае с эпидемией или войной, какие-то следы присутствия людей, их деятельности, жизни и быта все равно сохранились бы. До того, как город Пинара был обнаружен, в Турции уже находили подземные города.
но максимальная глубина составляла всего 8 этажей. Упоминание о Пинаре как о процветающем богатом подземном городе нашлось только в одном источнике. Но сведения обрывочны, и понять по ним ни причины создания такого масштабного объекта, на строительство которого понадобились бы десятки лет и тысячи людей, ни причины его резкого запустения так и не удалось. Пинара продолжает оставаться одним из самых загадочных архитектурно-исторических объектов. 21. Вафельный камень озера Дженнингс, талант древних, креатив инопланетян или шутки высших сил. Кажется, что современные люди уже настолько искушенные, что их проблематично чем-то удивить. Но у природы получается периодически подбросить пару-тройку загадок, заставляющих поломать голову. Одна из таких – вафельный камень, обнаруженный в Западной Вирджинии у озера Дженнингс-Рэндольф. Находка озадачила исследователей необычной поверхностью, которая действительно напоминает свежеиспеченную вафлю. Первое упоминание о глыбе относится к 1930 году. Именно тогда инженеры, занятые на работах по возведению дамбы на реке Потамак, наткнулись на необычную глыбу с геометрическим рисунком. Хотя есть версия, что о камне знали задолго до строительства. Его обнаружила семья местного егеря, считавшая валун наследием какого-то из местных племен. Идеально выведенные параллельные линии и гладкая поверхность заставляют сомневаться в том, что кусок скалы – это результат деятельности стихии. Так что же собой представляет каменная вафля в действительности? Версии и предположения. Первую гипотезу касаемо происхождения находки выдвинул глава корпуса инженеров полковник Мартин Уолш. Он предположил, что когда шел активный процесс формирования местного рельефа, раковины, песок, мелкие камни, рачки спаивались между собой, формируя монолитную плиту. В отдельных частях песок вымывался и просыпался, что и послужило причиной появления такого орнамента. Есть и другие версии, объясняющие происхождение узора. Это и действие магнитных полей, и результат труда древней цивилизации, и отпечаток динозавра Трицератопса. Теоретики астронавтики не исключают, что отпечаток мог оставить космический корабль. Их поддерживают уфологи, считающие, что знаки – это результат радиации, спровоцированной высадкой инопланетян. Кусок скалы с необычным узором продолжает хранить свою тайну, вызывая все новые версии и домыслы. Как думаете, в чем может быть причина появления на скале такого необычного вафельного рисунка? 22. Меридитский камень с человеческим лицом и его загадка. Этот странный артефакт был обнаружен в 1872 году. Но за прошедшее время точного ответа на вопрос, что же он собой представляет, так и не нашлось. Предприниматель из Меридита, штат Нью-Гэмпшир, Сенека Летт нанял бригаду, чтобы огородить территорию. Во время работы мужчины наткнулись на странный предмет, который выглядел чужеродным в густой красной глине. И очень красивым. Предмет яйцевидной формы из темного кварцита, размерами примерно 6 на 10 сантиметров, оказался тщательно отшлифован. Одну сторону яйца украшает изображение человеческого лица, безэмоционального и одновременно выразительного благодаря специфической резьбе. На другие нанесены вполне узнаваемые символы – вигвам, стрелы, колосья. Это позволило предположить, что вещь изготовлена представителями какого-то племени коренных американцев. Но что собой представляет меридитский камень, предмет культа, оружие, инструмент или часть какой-то более сложной конструкции? Исследователи установили примерный возраст артефакта около 1800-х годов и выдвинули версию, что он имеет отношение к кельтской культуре. Громовой камень. Предположение было выдвинуто в 1931 году. В соответствии с ним речь идет о так называемом громовом камне, который, как считалось, падает с неба и имеет божественную природу.
Несколько столетий назад крестьяне довольно часто находили на полях и огородах нечто подобное, обработанные камни, которые считались предупреждением от небожителей, знаком стихии. Семья Ледда передала находку в местный музей, где каждый желающий может заглянуть в глаза яйцу, очень необычному, и попытаться понять его истинную природу. Но пока оно безмолвствует. А других версий, объясняющих предназначение этой вещи, нет, как и аналогичных находок. Как считаете, что это может быть за артефакт? 23. Энвейтенет, с которого возврата нет. Острова интересны уже тем, что отделены от материковой части. После исследования или отдыха на таких участках суши хочется вернуться домой, в привычную среду. Но не все острова отпускают своих гостей. Остров Энвейтенет находится в северной части Кении, на озере Рудольф. Обнаружили его еще в 17 веке, но вплоть до наших дней он почти не изучен, в силу его странных и опасных особенностей. Первыми поселенцами стали представители местных племен, которые прибыли на Энвейтенет и попытались сделать этот клочок суши пригодным для жизни. Переселенцы построили хижины, стали разводить скот. Но, несмотря на буйную растительность, животные погибли. Впрочем, диких зверей и птиц на острове, несмотря на отличные условия для жизни, тоже практически не было. Вслед за животными проблемы начались у людей. Островитяне стали болеть, впадали в кому или какое-то странное оцепенение без видимых причин. Участились несчастные случаи на пустом месте, женщины рожали недоношенных, нежизнеспособных детей. Жители острова в один момент просто перестали посещать материк. А когда несколько человек из прибрежной деревни, у которых на острове были родственники, решили все проверить, то не обнаружили в поселении признаков жизни. Хижины стояли пустыми, костры были затушены. Оружие и предметы быта на месте. Не было признаков нападения или сумасшествия. Даже остатки испорченной рыбы, подготовленной к обработке, имелись. Но ни людей, ни тел найти не удалось. Невозвратный остров. С этого момента желающих поселиться на таком пугающем и негостеприимном острове больше не находилось. Вплоть до 1935 года, когда на остров прибыли исследователи Мартин Шефлис и Билл Дайсон. Их заинтересовали рассказы об исчезновении людей и других странностях этого клочка земли, а именно странном реве, призрачных светящихся фигурах и огне, вырывавшемся из-под земли. Мужчины договорились с руководителем экспедиции, что будут каждый вечер подавать сигналы с берега с помощью факелов. Несколько вечеров так и было, но потом ученые не вышли на сеанс связи. Остальная группа прибыла на остров и не нашла признаков присутствия Мартина и Билла. Наняли местных из прибрежной деревни. Те прочесали остров вдоль и поперек, но ученых так и не нашли. Что ты такое, опасный Энвейтенет? Аналогичная судьба постигла членов еще 2 экспедиций прошлого века. Частные группы голландцев и немцев тоже исчезли без следа. Последняя попытка колонизации негостеприимной земли была предпринята в середине прошлого века. Воинственному племени Эльмола надоели постоянные столкновения с соседями, и они решили перебраться на Энвейтенет. Поначалу все шло нормально, люди ловили рыбу и продавали улов племенам, обитавшим на побережье озера. Но потом несколько десятков человек просто бесследно исчезли. Напоминанием об Эльмола остались только рассказы о призрачном городе, из домов которого раздавалась заунывная траурная мелодия. Когда видение исчезало, людей начинали мучить головные боли, возникала тошнота и рвота. Единственными гипотезами, выдвинутыми для объяснения аномалии и не связанными с действием потусторонних сил, стали воздействие сильного магнитного поля и стихийные движения подземных пород в результате вулканической активности. Аборигены категорически не согласны с этими объяснениями и уверены, что остров – это окаменевшее тело древней богини. Смертным здесь не место, поэтому попыток освоения Земли больше не предпринимают.
24. Мостищенский лабиринт – неразгаданная загадка воронежских земель. Тайн на нашей планете более чем достаточно. Они рядом, за ними не нужно лететь в космос или спускаться на дно океана. Одна из любопытных загадок современности – это так называемый Мостищенский лабиринт, который обнаружили возле хутора Мостище в Воронежской области в 80-х. Археологи уже знали о древнем скифском поселении в этой местности. Но более детальное изучение принесло неожиданные результаты. Исследователи обнаружили белые булыжники, выложенные в определенной последовательности. Четкую спираль с площадкой в центре формировали 6 кругов. На некоторых участках между ними имелись перемычки. Кое-где встречались куски красного гранита. Площадь загадочного объекта оказалась довольно внушительной и составила примерно 26 на 38 метров. Дальнейшее изучение спирали позволило сделать вывод, что она представляет собой древнейший на территории средней полосы нашей страны каменный лабиринт. Возводился он задолго до появления здесь скифов. Примерный возраст Мостищенского лабиринта варьируется от 4 до 5 тысяч лет. То есть он как минимум ровесник знаменитого Стоунхенджа, а возможно даже старше него. Изначально высота стен составляла примерно полметра. Но за это время действие природных факторов фактически превратило лабиринт в руины. Сказалось и влияние человека. Жившие в разное время в этой местности народы банально растаскивали куски известняка для личных нужд. Касаемо назначения лабиринта, взглянуть на который приезжают из разных уголков мира, пока нет единого мнения. Высказывались мнения, что это древняя обсерватория, либо объект культа. Биолокационный метод помог понять, что под камнями расположены пустоты, детальное изучение которых, возможно, позволит разобраться с истинным предназначением лабиринта. Кстати, мнения побывавших на этом месте туристов разделились. Одни говорят, что их взору предстали просто старые камни, а другие настаивают, что ощутили действие какой-то невидимой силы и даже смогли излечиться от некоторых болезней после посещения Мостищенского лабиринта. 25. Заключие. Загадка проклятой усадьбы. В России множество мест, известных и не очень, где люди сталкиваются с разными странностями. И если некоторые из них вызывают необъяснимый ужас, то другие даже выглядят притягательными и завораживающими. Как эта удивительная усадьба в Тверской области. В северной части Балаговского района находится деревня с романтическим названием Заключье, рядом с которой и расположен этот архитектурный шедевр, привлекающий внимание нарочитой асимметрией форм. В конце позапрошлого века известный петербургский архитектор, а по совместительству художник, декоратор и витражист Александр Сергеевич Хренов решил построить себе загородный дом, чтобы отдыхать от столичной суеты. И выбрал это удаленное живописное место. Естественно, проект архитектор подготовил сам, выбрав нестандартное решение – пресловутая асимметрия. Впечатляющий объем и монументальная центральная башня придают усадьбе явное сходство со средневековым замком. Несмотря на нестандартность формы, здание неплохо сохранилось, хоть и пришло в запустение. Что касается владельца, то его судьба после событий 1917 года сложилась не самым лучшим образом. Хренов, будучи ярым анархистом и глубоко верующим человеком, понял, что ему не по пути с новой властью. И навсегда покинул родину, которую очень любил и больше не увидел. Поговаривают, что перед отъездом архитектор проклял усадьбу, чтобы в ее стенах, которые он придумывал с таким трепетом, никто не мог обрести покой, счастье и умиротворение. Власти решили найти полезное применение для постройки и организовали в Заключье противотуберкулезный санаторий. Не для рядовых граждан, а тех, кто имел какое-то отношение к правящей элите. Несмотря на роскошные условия, удаленность от дорог и чудесную природу, довольно скоро его закрыли.
Отдыхающие здесь больше напрягались и уставали, нежели отдыхали. И чувствовали вместо облегчения ухудшение состояния здоровья. В связи с чем покидали заведение, даже не доведя курс лечения до конца. Что это было, впечатлительность или действие проклятия? Неизвестно. В 60-х санаторий закрыли, и дом пришел в запустение. Правда, из-за дурной славы его не разнесли по кирпичику и даже предпринимали, пусть не слишком внятные, но все же попытки восстановления. Сейчас жители окрестностей поговаривают, что любители всяких потусторонних явлений, которых как магнитом притягивает усадьба, в основном возвращаются в каком-то подавленном или наоборот возбужденном состоянии. И не могут внятно объяснить причины страха. Возможно, действует проклятие архитектора. Или психика просто так реагирует на яркий образец модерна, прячущийся среди леса и окутанный ореолом мрачных историй. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 26. Мошенница или провидица? Неоднозначная история Джин Диксон. Эта женщина, Лидия Эмма Пинкерт, прославилась как предсказательница и вошла в историю под именем Джин Диксон. Действительно ли ей открывалась завеса над будущим, или она была просто умелой манипуляторшей и шарлатанкой? Девочка родилась в 1904 году в городе Медфорд, Висконсин, и с юных лет демонстрировала тягу к разным малообъяснимым вещам. Лидия говорила, что встретила в юности цыганку, которая подарила ей магический шар и сообщила, что та станет великой провидицей. Возможно, никакой цыганки не было. А если и была, то ее обычная болтовня запустила некий механизм развития особой чувствительности. Начало пути. В биографии предсказательницы есть любопытный момент. Будучи еще в нежном возрасте 3 лет и задолго до встречи с цыганкой, напророчившей ей великое будущее, девочка постоянно рассказывала матери о конверте с черной каймой. Разговоры повторялись неоднократно. И в итоге женщина получила письмо, в котором сообщалось о смерти ее отца. У листа действительно была каемка черного цвета. Совсем маленькая Лидия напророчила и отличное спортивное будущее своему брату, подчеркнув, что он не должен бросать футбол. Тот действительно добился хорошего уровня в спорте. Экстрасенсорика как стиль жизни. Во время учебы девушка развивала и экстрасенсорные способности. И спасла 2 друзей. Одного уговорила сдать билет на самолет, который потерпел крушение, а вторую отговорила от свидания с парнем, которого через пару недель задержали за насильственные действия определенного характера. Лидия ощутила, что она в родной стихии, взяла себе псевдоним Джин Диксон, фамилия мужа, с которым она прожила всю жизнь, и стала вести колонку в солидном издании Parade Magazine, где публиковала прогнозы, гороскопы, отвечала на письма читателей, давала советы. Случались и ошибки, но в целом в это время Диксон заработала себе определенный авторитет в своей области. Но он стал запредельным, когда астролог предсказала, что на выборах 1960 года одержит победу демократ, который впоследствии будет убит.
Так и вышло. В 1963 году Джона Кеннеди убили. А Диксон стала делать все новые и новые предсказания, которые впоследствии сбывались. Смерть сенатора Роберта Кеннеди, ранний уход из жизни Мэрилин Монро, гибель Мартина Лютера Кинга. Услугами Диксон пользовались многие видные политики своего времени. Были в череде предсказаний и серьезные промахи. Провидица ошиблась, предсказав начало Третьей мировой в 1958 году, высадку на Луне русских и так далее. На шоу, гостей которых часто была Джин, она говорила, что источник ее силы – один только Бог и никто другой. Умерла женщина в 1997 году в возрасте 93 лет от сердечного приступа. Имя Диксон снова всплыло уже в нашем веке. В записях предсказательницы обнаружилось упоминание о некой войне Армагеддона, которая принесет человечеству потери и боль. Мнения разделились, одни посчитали предсказание пустышкой, а другие увидели отсылку к пандемии коронавируса, которая действительно серьезно ударила по планете. Еще один любопытный прогноз – это конфликт между Россией и Китаем, который может произойти в промежутке между 2025 и 2037 годом. Джин Диксон стала заметной фигурой прошедшего века. Но вот кем она была на самом деле – сумасшедшей, шарлатанкой, хорошим аналитиком или действительно обладала даром предвидения? Этот вопрос так и остался без ответа. 27. Неупокоенный смотритель австралийского маяка. Самый высокий маяк континента под названием Хикс-Пойнт находится на австралийском мысе Хикс, что на территории парка Краджингалонг. Сейчас это достопримечательность, которая как магнитом притягивает любителей паранормальных явлений из разных стран. После завершения строительства маяк, как ему и положено, выполнял свои задачи. На должность смотрителя попал человек аккуратный, педантичный и скрупулезный, который внимательно относился к порядку. Но в середине прошлого века маяк перестал светить. Прибывшая на место комиссия обнаружила идеальный порядок и отсутствие смотрителя. Куда исчез человек, так и осталось загадкой. Предположили, что мужчина утонул, поскольку ни следов борьбы, ни каких-то других странных признаков на месте не обнаружилось. Когда на маяк прибыл новый смотритель, то просто не смог работать. Ему казалось, что за спиной кто-то стоит и сверлит тяжелым взглядом. Конечно, никого на маяке не было и быть не могло. Но вещи перемещались, исчезали, а потом обнаруживались в неожиданных местах. На лестнице раздавались шаги и скрипы. А еще странным образом исчезал мусор и пыль. В результате после рассказов сменщика все решили, что прошлый смотритель действительно погиб, но по какой-то причине дух остался привязан к этому месту и продолжал следить за маяком. История постепенно разошлась по всей стране. Когда о необычном месте узнали за пределами Австралии, сюда потянулись любители мистики и из других стран. Что интересно, бывает, что о проявлениях потусторонней активности одновременно рассказывают сразу несколько человек в составе группы, прибывшей на экскурсию. Что это – самовнушение, желание соответствовать или реальное проявление деятельности призрака? Отдельные, самые смелые даже могут проверить это на практике, оставшись в комнате смотрителя на ночь. Даже если ночь пройдет спокойно, без шагов, скрипов и бормотания, отсутствие духа с лихвой компенсирует дивный вид, который открывается с маяка. 28. Флоренс Кук, говорящая с призраками. С приходом моды на спиритические сеансы, которая охватила общество, начиная с середины XIX века, как грибы после дождя полезли мошенники всех мастей, стремившиеся заработать на людском горе и любопытстве. Но были среди них и фигуры столь же неоднозначные, сколь занимательные. Британский медиум Флоренс Кук родилась в 1856 году, умерла в 1904 году.
сумела привлечь к себе внимание аристократов, исследователей и даже представителей правящей династии. По словам матери, девочка с юных лет демонстрировала необычные способности, что вызывало у окружающих страх и отторжение. В полную силу девушка смогла показать свой дар на встрече с одноклассниками в родном доме. Фло сумела вызвать дух во время спиритического сеанса, который в итоге поднял стол вместе с медиумом в воздух. Слава о способностях девушки стала распространяться по Лондону. Народ начал записываться к ней на сеансы, во время которых происходили и разного рода казусы. Однажды стол опять неожиданно поднялся в воздух, а в другой раз духи сорвали с Кук одежду. С этого момента для сеансов ввели правило: девушка сидела на кухне, привязанная к стулу, а посетители могли наблюдать за ходом сеанса через маленькое оконце, проделанное в шкафу. Один из клиентов, влиятельный юрист Чарльз Блэкберн, обеспечил Кук ежегодным содержанием. И теперь у медиума появилась возможность полностью погрузиться в любимое дело, не думая о хлебе насущном. Дочь пирата и всеобщее признание. Фурором стал случай 1872 года. На сеанс пришел дух женщины, которая назвалась дочерью пирата Генри Моргана, Кэти Кинг, и объявила, что вернулась в мир живых, чтобы расплатиться за совершенные при жизни злодейства. С каждым новым сеансом бестелесный дух приобретал все более четкие очертания, а потом и вовсе приобрел своего рода плоть. К Кэти даже можно было прикоснуться. Кук объявили лучшим материализатором своего времени. Понятно, что не обходилось и без скептиков. Адвокат Уильям Фолкман, страстно желавший разоблачить мошенницу, хотел доказать, что Кэти – это переодетая и загримированная Флоренс, и схватил ее за руку. Но разгневанный призрак буквально растворился в воздухе, а Флоренс обнаружилась там, где и должна была быть. На кухне в бессознательном состоянии, привязанная к стулу. Действия Фолкмана породили так называемый эктоплазмический удар, явление быстрого втягивания высвобожденной призраком энергии в тело медиума, что может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и даже смерть. Но все обошлось. А привлеченные рассказом о явлении, люди хлынули на сеансы буквально лавиной. Верю, не верю. Как раз после шумихи с Кэти женщиной заинтересовался видный ученый, физик, химик, член и в период 1913-15 годов глава Лондонского королевского общества Уильям Крукс. Он приобрел для Флоренс квартиру в Лондоне и стал регулярно посещать сеансы, чтобы понять, действительно ли Кук медиум, или все дело в грамотном театрализованном действии. Крукс привлек сторонних наблюдателей и ужесточил правила проведения сеансов. Вплоть до того, что волосы Флоренс несколько раз обмотали вокруг вбитого в пол гвоздя. Эти упредительные меры никак не повлияли на приход духа. Флоренс оставалась на кухне, а Кэти расхаживала по комнате, где собирались зрители. Нельзя отрицать явное сходство женщин, которые доказывают немногие сохранившиеся фото духа. Но тот же Артур Конан Дойл, который очень увлекался идеями спиритуализма, описал это следующим образом. Это явление – одна из загадок материализации, требующая изучения, а не насмешек. Лица призраков, только недавно появившихся в нашем мире, нередко напоминают лица медиумов. Это объясняется тем, что духовная оболочка медиума становится основой для воплощения сущности духа, однако, когда они набирают собственную силу, проявляются и их истинные лица. Во время сеансов измеряли пульс обеим женщинам. Он был разным. Даже отрезали Кэти прядь волос. Она оказалась светлой, тогда как сама Флоренс была яркой шатенкой. После детального отчета Крукса в научном сообществе разгорелся скандал. Ученый чуть не лишился членства в королевском обществе. Его, и не безосновательно, обвинили в любовной связи с Флоренс, в связи с чем Уильям и прикрывал мошенническую деятельность своей любовницы. Но тот яростно все отрицал. Выражается она открыто и прямо, и я ни разу не заметил хотя бы малейшей попытки схитрить.
Конечно, я уверен, обман не мог удастся ей при всем желании. Я бы сразу заметил, что что-то неладно, ибо она по натуре своей не способна на ложь. Предположить, что 15-летняя школьница способна задумать и в течение 3 лет успешно осуществлять надувательство такого масштаба, соглашаясь при этом на любые испытания, подвергаясь тщательному обследованию, безропотно проходить осмотр как до, так и после сеансов, и при этом показывать в моем доме даже более поразительные вещи, чем в доме родителей, сознавая, что находится под тщательным наблюдением. Здравый смысл заставляет скорее поверить в то, что Кэти Кинг на самом деле являлась тем, кем называла себя, нежели в то, что ее появления, происходившие на протяжении 3 лет, были результатом надувательства. В 1874 году на очередном сеансе дух Кэти объявил, что время вышло, и ей пора уходить. У очнувшейся Флоренс случилась истерика. Она забросила спиритизм, вышла замуж и несколько лет вела обычную жизнь. Новый виток и разоблачение, но через несколько лет вернулась к прежней деятельности, представив на сеансе призрак девушки Мэри. В 1880 году один из участников схватил Мэри за руку и одновременно открыл шторку, за которой скрывалась медиум. Ожидаемо Флоренс там не было. И призраком оказалась она сама. Репутация Кук была безвозвратно потеряна. Правда, ее защитники утверждали, что так бывает, когда дух завладевает телом медиума в состоянии транса, но веры ей больше не было. И хотя на следующих сеансах она задействовала наблюдателей, популярность постепенно сошла на нет. В 1904 году женщина умерла от пневмонии, оставив богатую пищу для споров о личности Флоренс Кук. Как считаете, кем она была, медиумом или талантливой фокусницей, стремящейся заработать на любопытстве и доверии людей? 29. Страхи как экспонаты и их собиратель Зак Баганс. Человеческая натура устроена таким образом, что когда все идет ровно, хорошо и однообразно, то душа начинает скучать и хочет экстрима и развлечений. Эту особенность успешно эксплуатируют в индустрии экстремальных развлечений. А самый простой способ получить свою долю адреналина – посмотреть фильм ужасов. В основе многих ужастиков – реальные истории, легенды о заколдованных куклах, истории жизни маньяков и убийц и сомнительные рассказы о встречах с пришельцами или зомби. А что, если собрать в одном месте качественную выжимку из таких историй и их героев? Такая идея пришла в голову Заку Багансу, решившему отвести под уникальный музей здание 1938 года. Изначально оно принадлежало известному бизнесмену того времени, но с годами дом приобрел дурную славу. В нем почему-то стали оседать души людей, не сумевших перейти в мир иной и пакостить ныне живущим. Основатель музея Зак Баганс, телеведущий. Вторым, но не менее важным родом деятельности является расследование паранормальных явлений. Баганс прославился после выхода программы «Приключения призраков» на канале Travel Channel. Несколько лет назад Зак Баганс взялся за поиск необычных предметов для особого музея. Его идея воплотилась в реальность в 2017 году, когда он открыл музей привидений в Лас-Вегасе. Сейчас Зак Баганс живет в Лас-Вегасе и может уделять максимум времени своему детищу, коллекции памятных вещей, связанных с эпичными смертями и знаменитыми серийными убийцами. Но это не просто бессмысленное нагромождение вещей дилетанта. Музей – это целый мир, куда приходят отвести душу любители паранормальных явлений. Устройство и экспонаты. Музей с привидениями состоит из 33 комнат, в каждой из которых собрана коллекция странных и жутких экспонатов. Свою тему здесь без труда найдет любой любитель чертовщины. Среди экспонатов – ящик Дибука, который, как считается, послужил вдохновением для создания фильма ужасов «Одержимость». О нем подробнее мы расскажем в следующем пункте.
Кроме того, гости могут поближе познакомиться с так называемым «фургоном смерти», который принадлежал самому Джеку Кеваркяну, американскому врачу и популяризатору эвтаназии по прозвищу «Доктор Смерть». Здесь же находится зеркало Белы Лугоши. Считается, что после отражения картины жестокого убийства оно впитало в себя зловещую энергетику и заселилось призраками. А сам Лугоши, первый актер, сыгравший Дракулу и создавший эталонный образ вампира, якобы занимался оккультизмом. Эти артефакты – лишь верхушка айсберга. Экспозиция включает сотни объектов. При этом внешний музей выглядит как типичный американский дом. Но его содержимое – это совсем другая история. Для придания соответствующей атмосферы персонал предупреждает посетителей, что из музея они могут уйти не одни, а с каким-нибудь злобным прицепившимся духом, который стремится вырваться на волю, чтобы продолжить творить свои темные дела. Хотя, почему, собственно, темные? Призрак вполне может оказаться добрым помощником. Ведь в нашем мире, который тоже своего рода гигантский музей, иногда происходят встречи с тем, что оказывается не тем, чем изначально казалось. Пошли бы в такое колоритное местечко. 30. Сундучок с секретом. История винного ящика, в котором поселился злобный дух. В еврейском фольклоре дибук – это злобная душа мертвеца, которая продолжает цепляться за жизнь из-за грехов и злодейств. И порой выбирает для себя неожиданные вместилища. Историю такого существа рассказали создатели довольно нестандартного ужастика «Дибук» 2019 года. А еще раньше вышла картина «Одержимость», основанная на реальных событиях. В 2003 году писатель Кевин Маннис выставил на аукционе eBay любопытную вещицу с историей. Ящик для вина он приобрел здесь же 2 годами ранее, отреставрировал и подарил матери. В соответствии с историей, ею владела женщина по имени Хавела, которая по глупости вызвала злобного духа во время спиритического сеанса с друзьями. Ей удалось запереть сущность в коробке. Внучка, продававшая винный ящик, утверждала, что после эмиграции бабушка взяла с собой всего 3 вещи, самых ценных для нее. И одной из них как раз был этот ящик. У Манниса была небольшая мастерская по ремонту и продаже антиквариата и мебели в Портленде, куда мужчина и привез приобретение, чтобы привести в надлежащий вид. Кевин отлучился по делам, но уже через полчаса ему с истеричными криками позвонила продавец, остававшаяся в лавке. Девушка кричала, что кто-то ломится в подвал с дикими воплями. Кевин примчался и обнаружил продавца в шоковом состоянии, разбитые стекла и лопнувшие лампочки. Попытка узнать подробности у девушки оказалась безуспешной. Та ушла, не отвечала на звонки и не хотела ничего обсуждать. Мужчина никак не связал происшествие с коробкой. Он вскрыл ящик перед реставрацией и обнаружил внутри маленькую фигурку, золоченый бокал для вина, сухой розовый бутон, гранитный подсвечник и 2 локона, светлый и темный, связанных вместе. После завершения работ Кевин подарил коробку матери на день рождения. Но она не смогла насладиться подарком. Мужчина вышел на несколько минут, чтобы ответить на звонок. А когда вернулся, обнаружил мать в полубессознательном состоянии. У женщины случился инсульт. Позднее она письменно объяснила Кевину, что не желает иметь с ящиком ничего общего. Мужчина пытался передарить ящик брату и сестре, но те вернули презент, аргументировав открывающимися дверками и неприятным запахом. Потом винный шкафчик удалось даже продать. Но через пару дней покупатели принесли его обратно, объяснив плохой, темной энергетикой. Маннис плюнул и оставил ящик дома. Практически сразу его начали мучить кошмары, странная безумного вида женщина избивала его. А утром на теле обнаруживались вполне реальные синяки неизвестного происхождения. История о дибуке распространилась. И ящиком заинтересовался глава музея остеопатической медицины в Кирксвилле Джейсон Хэкстон.
После покупки у него и у жены начались проблемы с кожей, волдыри, язвы и другие проблемы со здоровьем. На основе собственного опыта Хэкстон написал книгу о коробке Дибука, по ней и сняли «Одержимость», в которой предположил, что содержимое винного ящика и не добро, и не зло. Автор продемонстрировал неожиданный взгляд на явление, проведя предварительное расследование. Во-первых, Маннис отказался дать ему адрес внучки первой владелицы. Хэкстон обнаружил примерное место, но нужный дом так и не нашел. Во-вторых, нашлись свидетели, показавшие, что Маннис хвастался, что сам придумал эту историю и раздул вокруг нее шумиху. Одному приятелю подарил сувенир, по виду очень напоминавший тот самый подсвечник. Второму разболтал, что заготовку сделал, используя свои собственные и кукольные волосы. А потом, сознательно или нет, наделил всю эту сборную солянку силой при помощи магических ритуалов. Коробка осела в качестве экспоната в музее с привидениями Зака Баганса в Лас-Вегасе. А вопросы и сомнения остались. Ведь Дибук и его проклятие продолжает оставаться настоящим и будоражить умы любителей мистики, пока не доказано обратное. На этом я бы хотел закончить это видео с 30 тайнами мира, которые не могут объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Пирамиды Аньлун – загадка китайских гор. В китайской провинции Гуйчжоу находятся удивительные конические холмы, известные как пирамиды Аньлун. Эти образования, напоминающие знаменитые египетские пирамиды, стали популярным туристическим направлением благодаря своей необычной форме и слоям породы, уложенным друг на друга. Профессор Джоу Цювэнь из педагогического университета Гуйчжоу утверждает, что так называемые пирамиды уезда Аньлун являются карстовыми образованиями возрастом около 200 миллионов лет, пирамидальная форма которых объясняется вертикальной эрозией карстового рельефа региона под действием воды. Верхние слои размываются быстрее, а нижние медленнее, в результате чего получаются пирамидоподобные формы с острыми вершинами и широкими основаниями. Вопреки научным объяснениям, существуют различные догадки о происхождении пирамид Аньлун. Одни утверждают, что это древние гробницы, построенные древней цивилизацией, другие полагают, что они являются прототипами настоящих пирамид, а некоторые даже утверждают, что это работа инопланетян. Вот такими у нас получились 30 тайн мира, которые не могут объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.